А как вы считаете, можно ли чувство верующего оскорбить? Потому что закон о чувствах верующих вызывает очень много толков, кривотолков, противников, сторонников. Можно ли чувство истинно верующего человека чем-то оскорбить? Я не знаю, зачем нужен этот закон, потому что есть Библия. Мгм. И зачем законом, жалким законом толпы депутатов Мгм. подтверждать великие истины Библии? Это унизительно для Библии. И поэтому очевидные вещи оформлять законами – это провоцировать на то, что потом закон может быть отменен. То есть люди начнут привыкать к тому, что можно это отменить. Зачем очевидные вещи оформлять в законы? Мгм. Зачем? И никогда этого не было. Есть закон Божий. Если человек, жалкий человек, червь, начинает дублировать закон Бога и Творца, то из этого получается только снижение планки уважения к этому закону. И для этого, я думаю, это и Но делается. вас лично что может задеть? Не знаю, фильм какой-нибудь, книга Я какая-нибудь фильмы может не вас задеть? смотрю, книги, которые написали не христиане, я не читаю. С тех пор, как я христианин, это просто запрещено священным писанием, Мгм. заниматься этим безобразием. Вот. Иногда я изучаю какие-то материалы, допустим, исторические, которые написали не христиане, но там обычно нет ничего оскорбляющего верующего. Или когда человек пишет, понятно, что он другого вероисповедания, как бы, ну и что ты взял его читать, понятно, что если он мусульманин, он будет называть Христа тварью, а не Творцом, ну то есть человеком. Мгм. Поэтому, если ты читаешь мусульманин, ты должен Не, из этого ну, исходить. далеко не всегда. Давайте Нет, не будем в противоречить. мусульманстве Христос творение, он человек, Иисус, и там называется Иса. И поэтому любой мусульманин называет Бога человеком, то есть хулит Бога. Я Мгм. христианин, я знаю, что Иисус Христос – это Бог. Хорошо, хорошо. И поэтому любой мусульманин – богохульник для меня. И я к этому Ну, вы, отношусь вы имеете с право на пониманием, и если я с воспроизведение. ними общаюсь, я понимаю, что с кем я общаюсь. Мгм. И тем не менее, я могу с ними работать, мне нет повода с ними воевать, и пока они не лезут в мою жизнь, не мешают мне воспитывать детей и прочее, то у нас прекрасные отношения. Но я понимаю, что это богохульство. Мгм. Для меня, как для христианина. И поэтому я никогда не говорю на вероисповедальные темы с теми, кто хулит моего Бога. Если мне задают вопрос, я отвечаю. Но дебатировать я никогда не дебатирую. Это унизительно для христианина.